Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Сегодня мы собрались с Анной Ивановной поговорить и подумать. И тема сегодняшней нашей встречи, Анна Ивановна, какая тема? Добрый день. Осмысление переживаний. Осмысление переживаний. Будем переживать и осмыслять. Слушаю вас внимательно. Можно ли сказать так, что переживания являются какой-то первоосновой к мышлению? Или нет? К тому, что, наверное, мы, когда рождаемся и в процессе эволюции, у нас переживания являются как будто бы основным инструментом, через который мы воспринимаем реальность. Но я думаю, что переживание– это скорее наши импульсы. То есть это наше тело нам о чем-то сообщает. Мы переживаем эту жизнь. А мышлением оно может никогда и не стать. Я буду переживание, на мой взгляд, это когда у меня есть такой монитор моего состояния, и на этом мониторе м, светятся различные сигналы. То есть мне мое тело, оно сообщает информацию, сообщает информацию. И я могу просто реагировать, ну вот, чтобы понять, как выглядит переживание без мышления, надо посмотреть на котиков или собачек. Они реагируют. Это реакция. Она сначала идет внутренняя, а потом в соответствии с тем, какой идет сигнал на внутренний экран, я реагирую на внешнюю событийность. То есть мы тогда можем сказать, что каждый из нас имеет какой-то индивидуальный экран, из которого он постоянно получает информацию, и очень часто она плюс-минус одинаковая. Она не разнообразная. Ну, знаете, вот у вас два котика. Да, Они оба котика, но оба же разные, у них свои характеры есть. да, они диаметрально разные. Ну вот, видите, их судьба выковала как персону какую-то, как личность, и поэтому у них восприятие будет разное. Вот вы, например, кормите их, и они будут по-разному реагировать на еду, хотя похожи. Но все равно разница есть. Так и у каждого человека. Будет разная реакция на одно и то же. Но в целом, если мы говорим про котиков, то экран у одной кошки, он практически одинаковый. Я имею в виду к тому, что индивидуальность, она как будто считывает одно и то же из этого экрана. Она у всех разная, но, например, одной кошки как будто она постоянно получает одинаковую информацию, что вот она была голодная и ей надо еда. Ну, несомненно, мы будем реагировать одинаково, если наше сознание не подключается к обработке информации. То есть, если мы реагируем рефлекторными дугами, своей психикой, своим телом, то а, не выбираем, то тогда мы будем однотипными в поведении. Вот по человеку можно сказать, насколько его сознание участвует в выборе реакций. Если мы осознанно не делаем этот выбор, то мы катимся как шар, брошенный со склона. Мы однотипно реагируем. Вот и поэтому мы не можем изменить свою судьбу. Вот это однотипное реагирование, оно
эм, оно у нас постоянно основывается на определенном чувствовании, а не на осознавании того, что по факту происходит. Несомненно, у нас идет сначала чувствование. Мы сначала чувствуем, а потом мы реагируем. И это чувствование, оно, если им не заниматься, то как будто будет один и тот же мир. Вот многие люди, они жалуются на скуку именно из-за того, что у них восприятие одинаковое. Я очень хорошо знаю по себе, когда я меняюсь, как будто меняются все люди вокруг меня, даже близкие. Я их начинаю видеть совсем другими глазами, и мне приходит совсем другая информация. То есть освоение своего «я», уделение внимания, развитие, оно будет отражаться на моем восприятии, как будто мир становится интереснее. Вот чем больше, чем сложнее моя система отображающая, то есть когда у меня появляются нюансы, когда я начинаю в моменте мочь обрабатывать большее количество информации, то есть, например, я свое мышление тренирую, и в момент нашего контакта с вами я могу обрабатывать больше информации, а значит, я могу больше и взять информации. Вот я познаю себя, я усложняю свой образ, и тут же у меня усложняется мир. И помимо этого, помимо моего мышления, скорости обработки информации, несомненно, важную роль играют эмоции, потому что как только я начинаю эмоционировать, я заваливаю все свои системы. То есть я их перегружаю сразу. И поэтому вот эти переживания, они зависят от этих двух параметров, от скорости обработки информации и от того, насколько я разобралась со своей субъективностью, со своими эмоциями. Потому что когда появляется мощный сигнал в переживании, то моя психика бросает все остальное и начинает перерабатывать только его. То есть он заваливает все процессоры мои, перегружает. Ну, вы в текстах, в роликах, ну, практически вся информация, которую вы даете на школах, на вебинарах, она направлена на то, чтобы мы развивали именно там, осмысление мышления, чтобы мы больше понимали. Я как человек, который давно находится в анализе, мне бы этого тоже хотелось, но я постоянно все равно скатываюсь на вот эти рельсы, которые стирают, как тайфун, все, что ты можешь подумать, осмыслить. И все равно это чувствование, оно тебя... Ну, понятно, что так, наверное, нельзя говорить, оно тебя захватывает, потому что я сама это делаю. Но, тем не менее, вот как будто чувственный аспект, он намного сильнее, нежели сила мышления. Или чувственный аспект, он как будто с его логикой внутренней намного сильнее, чем мышление. Ну вот вы очень интересно сформулировали сейчас, чувственное захватывает. Вы немного, Анна Ивановна, себя выдали. То есть чувственное, оно пока у вас сбоку припеку. Вот вы говорите, оно захватывает, оно меня принуждает к чему-то, да, можно было. Это не присваивание, да? Оно не дает мне возможность мыслить. То есть вы говорите о чужаке, как будто у вас живет чужак внутри, и этот чужак с вами что-то делает. То есть эмоциональность пока она не совсем своя, как будто. Но, понимаете, вот наш внутренний экран, который обрабатывает внешнее,
он же обрабатывает и внутреннее. И эмоциональность, я часто про это говорю, она всегда разоблачающая нас. Ну, если мы будем ее называть своими именами, то мы все про себя узнаем. Нам психологи вот тут не нужны. Мы сами про себя и так все будем знать. Но вот эти чувственные импульсы, если с ними не породниться, то приходится все время как будто жить с чужаком и желательно тихонечко ходить, тихонечко говорить, чтобы он не проснулся. И вы тоже тихонечко ходите, тихонечко говорите, чтобы у меня чужак не проснулся. И человек живет, и ему кажется, что у него есть свобода выбора, что он может достигнуть многого. Если бы он этим занялся, у него бы получилось. Но на самом деле этот чужак не даст внутри. Потому что любое проявление, оно непосредственно связано с нашими эмоциями. И если мы с ними не подружились, то они нас не пустят во многие места этой жизни. Тогда вот это не подружились. Я сейчас буду говорить, безусловно, про себя, потому что, с одной стороны, я понимаю, что чувства мои, я понимаю, что это мой экран восприятия, но как будто нету соединительного какого-то мостика между тем, все-таки насколько я эмоционирую, и насколько это имеет значение во внешней реальности, что мне там нужно себя сдерживать, что... Ну, мы все время сдержаны. Мгм. То есть это сдерживание, это не то, что я за день 5 раз себя сдержала. Мы все время сдержаны. Потому что если бы не были сдержанными, мы бы в очереди бы дрались. Вполне. И дрались бы со своими близкими. Потому что вот это желание ударить словами, мы не сдерживали, мы бы были бы очень дрочливыми существами и конфликтными. То есть мы потенциально не сдержанные и конфликтные. Ну, потому что мир все время же не только как минимум. Вот одно дело сдерживать себя через осмысление, а другое дело как будто сдерживать себя от того, что из тебя могут вылезти что-то тебе как будто бы не присвоенное. Сейчас я хочу задать вопрос к тому, что мой образ предполагает какую-то спокойную, сдержанную женщину. По факту у меня внутри, там, как вы когда-то говорили, как из бронзбойта бьет эмоциями. Я до сих пор не соединяю как будто бы вот эти два образа, и многие не соединяют. То есть человек думает про себя одно, допустим, испытывает определенное количество тревоги, определенное количество эмоций, вот как я, например, сегодня перед встречей. И я понимаю, что я это все сдерживаю, но я как будто до конца не понимаю даже, что я сдерживаю. То есть я как сдерживаю Порыв убежать.
Ну вот что-то, ну, наверное, да. Ну, перед встречей, ну, любой эфир, любая запись — это сковывание. Когда хочется почесаться, ты не чешешься. Когда хочется встать, размять ноги, ты не встаешь. То есть это сковывание личности. Она не может быть вот такой. Ей надо себя строго держать. И поэтому идти в эти оковы, ну, они добровольны, но это оковы для личности, не хочется. И поэтому, если бы вы шли за своими переживаниями, то вы бы сказали: Ольга Федоровна, пока, я пойду полежу. То есть нам все время хочется или полежать, или убежать, или отдубасить. То есть мы сдерживаем не что-то прекрасное в себе. Но тут еще такой вопрос, что на мне, я боюсь себя, которая что-то может эмоционально воспринять, зайти в этот клинч и не смочь из него выйти. То есть, что я из этого экрана внутреннего как-то что-то считаю, потому что уже у меня есть информация, это, да, что я захожу в какие-то состояния, когда ну, со мной не получается контактировать, и я не могу. Но как будто я этим состоянием эмоциональным все равно не могу управлять. Это потому что оно все-таки не присвоено. Но мы не можем это описывать как этап. Вот я присвоила, вот я переработала, вот я спокойная опять. Оно так в жизни не происходит. Это как для теории оно подходит такое объяснение, ну, чтобы человеку объяснить. Но в жизни не так. Для того, чтобы мне присвоить свое состояние, например, ваше желание убежать перед нашей встречей сегодня, мне необходимо присвоить себя иную себе. То есть я боюсь. Я человек, который боится. Я человек, который злится и который хочет все разрушить. Вот, боюсь, злюсь, хочу разрушить и страдаю одновременно. Страдаю, потому что я не могу поступить так, как я хочу. И это в основе у всех людей. Я боюсь, я злюсь, я страдаю. Кажется, ну что здесь такого присвоить это? Но мы, присваивая это, присваиваем свою вот эту эгоцентричность, что мы эгоистичное существо, которое хотело бы все время, что хочу, то ворочу. То есть как будто все время внутри нас живет тот, кто-то, кто что хочу, то и ворочу. И нам с этим безумцем надо как-то договариваться, чтобы куда-то двигаться, как-то жить, создавать семьи, зарабатывать деньги. И мне надо присвоить образ, который совсем не то, что я про себя думаю. Знаете, вот кажется, это просто сказать, надо присвоить. Не просто. Ну, сказать просто. Да, да, да. Но люди говорят, надо присвоить эмоции. Вот я присвоила себя, которая страшно, которая злится и страдает, и хочет все разломать и делать, что ей хочется. Вот я ее себе присвоила. Я такая. И у меня автоматически начинает весь мир меняться.
ну, мировоззрение. И многие люди, которые идут в психологию, они решают отстаивать свои границы, перестать молчать, высказывать все, что они хотят. И так я много молчала, и я не буду терпеть этих токсичных людей. Меня мама в детстве недолюбила, поэтому вы мне все должны. То есть мы приходим вот к такой нашей сути. Но это никак нам не поможет по-прежнему вот то, что мы говорили, реализация, семья, зарабатывание денег. Нам присвоение, вот мы говорим все с вами про присвоение. Вот я присвоила и стало только хуже. Я помню, в вашем тоже психоанализе был момент, прошу прощения, когда у вас тоже такое было, когда вы резкая стали, резкое высказывание. Поэтому присвоения недостаточно. Необходимо, чтобы появилась какая-то иная система координат, на основании которой я буду делать свой выбор. Вот как вы. Вы дошли до нашей встречи и не убежали. То есть вы руководствовались чем-то другим, чем своими переживаниями. Есть мои переживания, есть моя суть, но если я буду идти за ней, я буду неуправляемая для себя. Я буду как зверь. Но по факту, если говорить честно, то я в какой-то степени для себя и неуправляемая, потому что есть, ну, когда извне тебя организует кто-то, или ты даже сам себя организуешь по отношению к кому-то, это ты намного собранней. То есть у тебя там может быть эмоциональное состояние какое угодно, но ты все равно соберешься и будешь делать. А когда ты сам с собой, то получается как будто, вот тоже интересно, мне кажется, что я это делаю, потому что, допустим, я кому-то обещала или я о чем-то договорилась, а когда я не обещала, не договорилась, то у меня нету меня, с которой я эмоционально могу договориться и пообещать. То есть я эти обещания все время хочу эмоционально, ну вот, они не стают, они стают эти обещания и дела как будто обессмысленны. Там нету в них смысла, потому что ну, ты можешь в своей реальности делать все, что ты хочешь. Вот Да, сами... можешь убедить себя, что ножка у тебя болит, и ты так много работала, и сколько Да, 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 да. отдохнуть. Да, ты можешь подтасовать факты как тебе угодно, и никто тебе ни слова поперек не скажет. И вот это, наверное, самый такой сложный момент вот в осмыслении того, что с тобой происходит, потому что ты как будто бы такой, который может делать с собой все, что угодно, и не, я сейчас имею в виду не драматично, а с каким-то низким коэффициентом Ну, действия. который может себя обмануть и запутать. Да, да, и получается, что в этом ты и чувствуешь обман, ты и чувствуешь, что это что-то привычное, но как будто не достает у тебя этой операционной системы, или это не операционная система, вот какого-то другого смысла передать, придать, нежели тот, который у тебя есть внутри. Во вторник для спонсоров вышло видео про
присмотри за мной. Ну, вот когда есть тот, кто присматривает за мной. Потому что я сама себе доверять не могу. Я могу себе действительно запутать. И наши выводы, наши мысли, основанные на наших переживаниях, они очень сильно отличаются от непереживательных выводов. В переживательных выводах там все время я, центральный персонаж, который страдает. Вот многие люди говорят, что я хочу добраться до своей души, до своей сути, до своего истинного я. И они хотят это сделать, и из-за того, что у них есть предустановленная установка, что там что-то прекрасное, они не могут отождествить себя с тем, кто достаточно ленив, по сути, тот, кто хочет играть и спать. Развлекаться и спать. Спали можно поразвлекаться. То есть, получается, мне для того, чтобы перестать быть вот таким простым, примитивным существом, которое хочет спать и развлекаться, и ничего делать не хочет, не надо никакая эволюция, не надо ее иметь. Мне постоянно надо преодолевать эти переживания, которые меня будут тащить в этот сценарий. То есть как отличить, что на меня сейчас влияет внутри? Как мне понять? Ну вот, допустим, я уже хочу разобраться в себе, и я хочу понять, чем я сейчас руководствуюсь. И вот если там будет история про бедное и несчастное, сколько я страдала, это говорит о вот этом эгоцентризме, об этом ребенке, который хочет спать и развлекаться. То есть они на вкус, эти мысли особенные. Там все время есть вот это вот привкус страдания. Привкус страдания. Или же привкус злости. Вот если ты видишь злость или страдание, это значит говорит о том, что ты идешь туда, к центру, где я ничего не делаю, сплю и развлекаюсь. И мир мне должен. Но как мне, если я уже приняла решение, как мне идти вперед, как мне развиваться? Вот в первую очередь учитывать это. И когда я обрабатываю информацию, я так долго иду к ответу на ваш вопрос. Когда я обрабатываю информацию, то я как объект, который встроен в мироздание. Вот, допустим, я Ольга Демчук. Я, конечно, человек, который хочет спать и развлекаться. И я могу заломать комедию, что то, что я говорю, никто не понимает, не ценит. Вот у меня доказательства, комментарии, где меня оскорбляли и говорили, что я говорю полную ерунду. Я вот это все вот так сворачиваю. Я разочарована в людях. Вот здесь вот я разочарована в людях. Здесь есть мое страдание. И в этих переживаниях у нас как будто нету нашего будущего, нету последствий этих поступков. Вот я иду просто за импульсом, я не хочу ничего делать. Но в этом импульсе, в этом переживании как будто нету будущего, о котором я думаю. Я как будто становлюсь маленьким умом, и что будет в будущем, мне наплевать. Я вообще не оперирую такими категориями в будущем. То есть я захвачена в какой-то клубок, и я варюсь там. Я поймана во что-то, поймана в переживании. И у меня как будто нет возможности подумать по-другому. Это переживание диктует мне мысли абсолютно одинаковые. Вот я понимаю, что я сейчас поймана.
если у меня нету, а в будущем как? Ну вот, например, я хочу вам высказать, Анна Ивановна, давно, что про вас думаю, а в будущем как? Когда я могу высказать, но я понимаю, например, что я разрушу отношения, я понимаю, что я причиню боль, я понимаю, что я потом сама буду лежать и мучиться от того, что я была агрессивной, я это понимаю. Видите, как только появляется будущее, сразу оно начинает влиять на наше теперешнее поведение. И человеку достаточно сложно выдержать это давление будущего. Ну, вот эту ответственность за свое будущее. Мне хочется ударить, я бью. А это сложно думать о будущем. Это тяжело. Не сдерживай меня, мое будущее. Я хочу делать то, что я хочу. Не указывай мне будущее, как мне себя вести. Ну вот, если Мы сегодня с вами два кашляна, наверное, как есть. как есть. А, Мы тоже болеем, мы тоже люди. Получается, что когда есть злость, ну, вообще страдание это тоже недовольство и злость. Страдание– это злость, которую я не могу проявить. Да. Ну, Мгм. если мне что-то не нравится в вашем поведении, то если я вас не накажу за него, я буду страдать. Вот если мы берем злость, я сегодня только со своей колокольни могу говорить, то злость, она как бы имеет проявление ее, имеет определенные последствия. Сейчас объясню. То есть, если ты можешь ты можешь испортить отношения, ты можешь получить сдачи, и если ни то и ни другое, то у тебя будет большое, ну, такое чувство вины, все равно оно будет. Но это чувство вины сохраняет нас от изверения. М, Что если у человека нет чувства вины после проявления агрессивности, то, это, конечно, уже беда. Вы психопат. Да, получается, что как бы злость, она такая она может быть более заряженная, но она имеет более какие-то конкретные последствия. Но когда мы берем страдания, то они внутри как будто бы без каких-либо последствий. То есть, если злость, по результатам тебя все равно, ну, с тобой там общаться не будут, всегда есть какое-то конкретное последствие. Но если, вот я сейчас к чему? К тому, что я себя часто чувствую мамой какого-то постоянно ноющего ребенка. Вот мне как будто все время надо тянуть, он никуда не растет. Может, я сейчас больше его чувствую, вот этот вой. Ну, это не будет расти, потому что это ваши доминанты из прошлого. Это ваша память о прошлом. И получается, что когда я себе говорю про последствия, я, например, себе говорю, Аня, а вот год назад ты себе говорила то же самое. Ты говорила там, ну вот оно что-то будет, условно. И вот этот год назад вроде бы мышление включается, ты себе что-то подсказываешь, но оно сразу как будто где-то рассеивается. То есть ты действительно вот этот момент ответственности и будущего, он все время находится в какой-то пыли. Но это, я так понимаю, что уже когда тебе будет там 60 или 70, то ты, наверное, дойдет до тебя это. Но Лучше не надо, будет депрессия. смысл такой, что в страданиях вот эти последствия, они как будто никак ты можешь их на секунду визуализировать, удержать, но они все время как распыляются.
Сказать. Да, они, то есть они неявные. Ты можешь взять себя год назад и понять, что в принципе там у тебя не особо что-то поменялось, но это тоже как-то стирается. Но вот эта беспамятство, беспамятность, это нам присуще. Потому что если мы будем помнить там, о будущем, о последствиях или помнить о своих ошибках, мы как уж на сковородке. Нам кажется, что это какой-то злой родитель, который говорит, а помнишь? Или же говорит, ты что хочешь, чтобы в будущем? И мы, как бунтующие подростки, не хотим слушать этот голос. Вот это что хочу, то ворочу. Это беспамятство, оно позволяет нам пребывать в образе, который нам приятен для восприятия. Потому что если я, например, не помню о том, что у меня тоже проблемы с эмоциональностью, что она меня захватывает, и мне надо время для того, чтобы оттуда выйти, то я вас буду слушать вполне осуждающе. Ну, бедная Нелла, она, когда же она уже поумнее. Вот зрители, когда пишут какие-то комментарии про то, например, как вы участвуете в «Говорить, думая», они думают, что вот они б сели рядом со мной, по таких бы вопросов позадавали, умных, так бы вели, эту беседу закрутили. Но это из их придуманного образа. А когда в реальности они попадают под камеру и начинают думать о том, как на них будут смотреть и что про них скажут, вот эта эмоциональность, переживание, про которое мы говорим, то они будут себя вести совсем по-другому. То есть, видите, если я нахожусь в придуманном образе, где я вопросы вам подзадавала, вот не то, что это Медведская, я не учитываю свои переживания, свою эмоциональность, то мне так легче, мне так приятно. Неприятно обесценивать, как вы задаете вопросы, Демчук. Неприятно самоутверждаться за ваш счет. Это приятное ощущение. Поэтому это беспамятство, оно такой дьявол внутри, который лжец, хитрец, плут, который кручу-верчу, как хочу. Да, я, получается, в беспамятстве такая же какая-то все время лучшая версия себя, которая говорит, да ничего, оно там как-то будет. Будет. Все будет хорошо. Да, Всё как-то само собой сложится. оно как-то будет. Но оно действительно сложится на основании рефлекторных дуг. То есть, видите, для того, чтобы выйти из плена переживаний, нам необходимо выйти в режим в более сложный, там, где есть прошлое, будущее, там, где есть попытка объективно понимать, что происходит. Потому что когда мы в субъективной переживательности, там однозначно, без вариантов, и всегда в нашу пользу. Мгм. Даже когда мы аутоагрессируем на себя, там все равно в нашу пользу, потому что я лучшая, мутужу эту несовершенную, потому что она ведет себя неправильно, а я знаю, как правильно. Знаете, там все время в нашу пользу, но так по-плутовски. Мы как будто тут в моменте перехитрили, выкрутили, как нам надо. А стратегически проиграем. Ведь хочется же в конфликте всегда доказать, что я была права.
себе. Да, ты можешь это доказать, потусовать, все остальное, но ты ничего не поймешь и ничего не изменишь. Если будешь подтасовывать все время, что ты прав. Он мне Получается, говорит, так что я не прав? И вот это вот у него или я прав, или я не прав. Как будто нет альтернативы. Да, но она говорит. получается, что если я нахожусь, допустим, в страданиях, или не так, то есть мои вспышки памяти про то, что я, допустим, что-то не делаю, они у меня стираются этим беспамятством. Да, вы ужасаетесь им. Ужасаетесь, и сознание их стирает. Какой ужас. А мне кажется, что там есть какое-то еще и равнодушие. Ну, типа, ты ничего. Ну, Но это вот обесценивание. ну такой, ну, год прошел. Ну, что? Ну, то есть оно там такое безвозвратное. Да, вот, получается, есть обесценивание. И Что когда я... там, что там Демчук ролики снимает? Ну, что она вот это вот возится вот с этим внутренним миром? Ну, что там подруга ресторан свой открыла? Ну, там просто повезло. Ну, скоро обанкротится. Мгм. Ой, ну вот это э, соседка похудела. Да ничего, скоро располнеет. Вот, или, например, ну, вот что ты смотришь, смотришь эти ролики, все равно ж одно и то же у тебя внутри. Да. Ну, что ты там уже увидишь? Ложись и спи. Спи, да. Ложись и спи. И вывод, конечно, ложись и спи. Мгм. Делай, живи так, как ты живешь, но ничего не меняется. Ну, видите, этот плут, он все время подтасовывает так, что ты хорошая, и ты права. Да, и вот я теперь понимаю со злостью, где стратегически хотя бы чуть-чуть у меня есть это такое, ну, помыслить я могу. А если вот про страдания беспамятства, то тогда я вот на секунду соединяюсь с вот этим моментом стратегического проигрыша, но внутри себя сама с собой. Как это хитро обкручивается и как вот это засыпание с страданиями, это такая как будто все время идеально высланное пространство, на которое можно опереться. Ну да, человек может сказать, я так эмоционально устал от всего этого. И он говорит, и сам прям верит. Понимаете, и тут вот это вот эмоционально устал, действительно можно устать. Но если в этом есть страдательность, значит, еще где-то себя хочешь обмануть. Ну, можно сказать, я устала. Я от этого так устала. Все время есть такой вот пафос. Мгм. Вот, а можно теперь у вас спросить про категории, которыми мы оперируем в переживаниях пафосно, как они в мышлении реально отображаются, потому что человек действительно же устает. Как речь диктатора. Вот этот вот пафос, эмоциональное давление. Вот так пропаганда работает, так диктаторы говорят. Это пафос и эмоциональное давление. Вот когда ты перестаешь идти на поводу своего пафоса и эмоционального давления, ты начинаешь это отщелкивать в других людях. Мы с собой все время разговариваем внутри.
Вот нам кажется, что наш диалог, он очень такой тихий, мы даже его не замечаем, как будто там просто процессор работает, а на самом деле он такой с эмоциональным давлением, мы говорим. Вот если бы мы вслух это озвучивали, Мгм. эту речь, она была бы достаточно эмоциональной. Такой, как будто истерику кто-то тебе закатывает. Вот мы разговариваем с собой так, как, например, бы ребенок разговаривал, когда ему что-то надо. Ну вот вы, например, сели писать статью. Я, например, когда спать ложусь, у меня просыпается доминанта из детства. Хочу кушать, хочу в туалет, хочу дочитать книжку. То есть я как будто сама себе устраиваю истерику, что я не хочу ложиться спать. Или вам надо писать статью, что-то говорит, слушай, ну я так устала, давай я не хочу сегодня, давай позже. Не идет. Не идет сегодня, да, не идет. Я сегодня какая-то уставшая, приболевшая. Мгм. Вот с таким эмоциональным, мы внутри говорим с собой эмоционально манипулируя всегда. Мгм. Мы это не узнаем, и поэтому не узнаем, когда другие это делают. Или же узнаем, когда другие, а свое не узнаем. Вот многие люди, которые говорят, ты мной манипулируешь, и тут же сами начинают манипулировать другим человеком. Например, человек говорит, ты делаешь мне больно. А я ему говорю, не манипулируй мной. Что это за вменение мне чувства вины? Понимаете, вот пах-пах перетусовались файлы, и я вывернула это так, что человек уже наезжает на мои границы, и он отвратительный. Ольга Федоровна, а можете сказать немного про эмоции в осмысленности? О Ну, чувствах в осмысленности. во-первых, у нас будет школа эмоциональности Мгм. 7-14 июня, да, там мы подробнее поговорим про это. Сегодня я кратко, конечно, отвечу на ваш вопрос. Эмоциональность в осмысленности, во-первых, становится очень сложной, очень многогранной. То есть там никогда нет одной эмоции. Они мало того, что сложные, они еще и с точным пониманием, что это мое реагирование на что-то. В осмысленности эмоции всегда мои. В неосмысленности это что-то спровоцировало у меня эти эмоции. То есть можем ли мы сказать, что в осмысленности есть та же там, агрессия, та же, тоже сочувствие? Они не главное, но они не тотальные. Мгм. Ну, сочувствие, Ну, давайте так, вот это людское понимание, потому что у меня какая-то часть мозга выдает, что вот это осмысление, оно предусматривает вообще отсутствие каких-либо эмоций. наоборот, Во. оно предусматривает очень большое количество эмоций, гораздо большее, чем... Потому что до осмысления ты оскудненный эмоционально. Ну, это Мгм. какие-то комки, которые в тебя летят, ты не понимаешь, что это. А здесь ты начинаешь в этом тонко разбираться. Ну, ты становишься как опытный музыкант. Знаете, когда на гитаре так брэм, который не умеет играть, а когда есть опыт, ты начинаешь перебирать уже струны профессионально. Ну, ты быстро реагируешь на то, что происходит у тебя внутри, ты реагируешь на другого, ты становишься чутким, потому что ты уже разделяешь, это мое, это его, что со мной происходит, что с ним.
И благодаря этому ты можешь выстраивать реалистичные конструкты, отражающие момент происходящего. А когда эмоции, переживания не присвоены, у тебя каша-малаша. Ну, получается, мы эмоциональность, я, скорее всего, эмоциональность вообще смешиваю с вот этой чуткостью, которой я... Потому что я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Ну, у меня... Как сейчас... Я не понимаю, что такое эмоции, эмоциональность и чуткость в этом вот в осмыслении. Вот это ключевое. Но эмоциональность, она всегда заваливает тотально и мощно. Мгм. А чуткость– это когда ты не доводишь до этой интенсивности. Ну, бывают, несомненно, моменты, когда какие-то там, не знаю, информацию ты узнаешь, и тебя штормит сильно. Но в целом ты становишься тихим не потому, что, наоборот, ты больше чувствуешь, но ты чувствуешь это рано, и ты успеваешь что-то делать с этими эмоциями, пока они не затопили тебя. Анна Ивановна, нам надо, Время, да. да, подходить к завершению, потому что мы же Да, спасибо большое. дали обед меньше часа. Ну что, уважаемые зрители, надеюсь, вам было интересно. Вы досмотрели до конца. Пишите свои впечатления, свои мысли по поводу того, что вы услышали. А мы прощаемся и через месяц опять встретимся в этой рубрике. До встречи. До свидания.